Миллиардер покупает мать-одиночку на аукционе, чтобы завести ребенка, но он приходит в ужас, когда остается с ней наедине. Лена стояла у окна и смотрела на хмурые улочки города. Дождь барабанил по стеклу, как будто подчеркивая ее безысходность. Ее 5-летний сын Марк мирно спал в соседней комнате, не зная, что мать приняла самое трудное решение в своей жизни. За долги по аренде их могли выселить в любой момент. Работы не было уже несколько месяцев. Все попытки найти хоть какой-то заработок разбивались о равнодушие или откровенное презрение. Отец ребенка исчез, как только узнал о беременности. Родных не осталось. Когда Лена получила странное предложение, она сначала сочла его за оскорбление. Но позже, когда в доме закончились продукты, а ребенок начал жаловаться на голод, она согласилась. Аукцион проходил в закрытом зале элитного отеля. Женщины, каждая с личной историей и нуждой, стояли в ожидании. Мужчины в дорогих костюмах оценивали их холодными взглядами, как будто выбирали не человека, а товар. Когда объявили лот номер 7, Лена сделала шаг вперед. Свет ударил в глаза, сердце бешено колотилось. За нее предложили крупную сумму сразу, без торга. Мужчина с восточным акцентом, высокий и молчаливый, просто поднял руку. Остальные отступили. Контракт был прост. Она должна была выносить и родить ребенка. После родов ей выплачивали обещанную сумму, и она уходила. Его звали Карим. Он был владельцем строительного холдинга в Дохе и, как говорили, потерял жену много лет назад. Больше он не доверял отношениям, только контрактам. В автомобиле, мчащемся по ночным улицам, Лена молчала. Карим не пытался завязать разговор. В его голосе не было угрозы, только жесткость. Он поселил ее в отдельной квартире с видом на Персидский залив, дал ей телефон, карту, ключи. «Ты должна быть здорова и в безопасности. Все остальное неважно», — сказал он. Медицинское обследование прошло без проблем. Врач, пожилой и доброжелательный, относился к ней с уважением. Процедура была несложной, но психологически выматывающей. Карим не присутствовал, но платил, проверял отчеты и молчал. Первые недели Лена чувствовала себя пленницей. Квартира была хоть и роскошной, но холодной. Окна бронированные, дверь с охраной. Ее свобода была иллюзией. Она скучала по Марку, но видеться с ним было запрещено. Связь только через видео. Она улыбалась сыну на экране, скрывая отчаяние. Карим навещал ее редко. Один из визитов оказался неожиданно личным. Он привез книги, фрукты, сел рядом. «Ты справляешься лучше, чем я ожидал», — сказал он. В его голосе впервые проскользнула тень сочувствия. Медленно, но неуклонно, между ними начала складываться странная связь. Лена не доверяла ему, но чувствовала, что он лучше, чем кажется. Он рассказывал о матери, о том, как вырос в Иране, как бизнес и деньги стали заменой чувствам. Она слушала, не зная, зачем он это говорит. Он не касался ее, не делал намеков, только говорил. И однажды она спросила, «Почему именно я?» Карим долго молчал, а потом сказал, «Ты не боишься. Даже когда боишься, не показываешь. Я это уважаю». Месяцы шли. Лена привыкала к новой реальности. Ее тело менялось, живот округлялся, движения становились медленнее, осторожнее. Карим стал приходить чаще. Он не расспрашивал ее напрямую, но в его жестах было все. Он приносил еду, оставлял новые пледы, укрывал ее, если она засыпала в кресле. Иногда он сидел молча в углу комнаты, просто наблюдая за тем, как она читает или вяжет. Вечерами они смотрели старое кино, иранские драмы, советскую классику, итальянские комедии. Иногда обсуждали сюжет, спорили о характерах героев, разговоры стали длиннее,
тише, глубже. Он рассказал ей о своей молодости, о том, как впервые влюбился в 16 лет и как смерть матери изменила его навсегда. Она рассказала о родах Марка, о том, как однажды зимой едва не замерзла с ребенком, пока ждала маршрутку. Между ними возникло что-то, что уже не сводилось к роли заказчика и исполнителя. Однажды он пригласил ее поехать за город. «Это место единственное, где я могу дышать», — сказал он. Они поехали на винодельню недалеко от Эль-Джаила. Узкие дороги, покрытые пылью, вели к небольшому поместью среди виноградников. Хозяин знал Карима с детства и не задавал вопросов. Там, среди простых людей и аромата ферментирующего винограда, Лена впервые увидела Карима иным. Он шутил с работниками, пил из глиняной чашки, смеялся, не смотрел на часы, не проверял телефон. Когда они вернулись в город поздно вечером, Лена сидела в машине и молчала. Карим взглянул на нее и сказал: «Ты теперь знаешь, кем я был до всего этого». Она кивнула. «И кем ты можешь быть снова?» — тихо добавила она. Но возвращение в город вновь вернуло границы. Вечером он оставил конверт. Новый контракт. В нем было изменение. После родов ей позволялось остаться при условии, что она не претендует на ребенка. Лена порвала бумагу. «Я не товар, и мой ребенок не валюта», — сказала она. Карим долго молчал, а затем ушел. Несколько дней она его не видела. Потом он появился с усталым лицом. «Ты права», — только и сказал он. И в тот вечер они впервые обнялись. Не как люди по контракту, а как люди, которые больше не могут притворяться. Роды начались внезапно, глубокой ночью. Лена проснулась от резкой боли и едва успела позвать Карима, прежде чем снова сжалась в судорогах. Карим появился почти мгновенно, несмотря на поздний час. Он сам повез ее в клинику, отказавшись передавать кому-либо заботу о ней. В клинике все было готово. Врачи слаженно действовали, персонал знал, кто такая Лена. Но для Карима это перестало иметь значение. Он стоял рядом, не отрывая взгляда. Когда Лена вскрикнула, он крепче сжал ее ладонь, и на его лбу выступил пот. Он никогда не чувствовал себя таким беспомощным, но никогда не позволял себе уйти. Ее лицо, перекошенное болью, было для него самым важным в ту минуту. Когда раздался первый крик ребенка, в комнате воцарилась тишина. Медсестра подняла ребенка, здорового мальчика, и аккуратно положила его Лене на грудь. Она заплакала. Не от боли, а от освобождения от притока жизни. Карим стоял рядом и тоже не сдержал слез. Он медленно подошел, коснулся ребенка пальцами, затем осторожно взял его на руки. Его лицо дрожало. «Он будет знать, кто его мать», — прошептал он, глядя на Лену с выражением, в котором были и благодарность, и уважение, и нечто гораздо большее. В его голосе не было приказа, только обещание. После выписки Карим не вернулся к контрактам. Он пересмотрел все. Лена осталась. Он построил для нее небольшой дом рядом с его имением на окраине города. В доме было все, что она когда-либо хотела: тишина, пространство и возможность быть с сыном. Марка привезли первым же рейсом. Братья, хотя и были совсем маленькими, быстро нашли общий язык. Старший учил младшего лепить из глины, младший тянулся за ним с восторгом. Лена наблюдала, как Карим, строгий и привыкший держать все под контролем, учится быть отцом. Он читал книги по воспитанию, пытался менять подгузники, даже готовил кашу. Иногда все шло не так. Он ронял бутылочку, путал детские вещи, не справлялся с плачем, но не сдавался. И Лена прощала. А порой даже смеялась. Не над ним, а вместе с ним, с облегчением осознавая, что рядом человек, готовый учиться и меняться. Прошло полгода.
На берегу Персидского залива Карим встал на колено. Без свидетелей, без колец. Только с простыми словами «Останься». Не из долга, а из чувства. Лена не ответила сразу, только взяла его за руку. В тот вечер над морем не было ни одной звезды, но она знала, свет можно создать самому, даже там, где его не было. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.